Сегодня я буду обжигать вок, запускать вок, даже не запускать, а повторно запускать его по причине того, что вчера, не подумавши, я сделал соус для паттайя в воке, а обычно это делается в какой-то эмалированной мисочке, и в результате получилось вот белое пятно, это пятно голый металл, снялось то самое покрытие, которое антипригарное естественное покрытие, которое образовывается во время обжига или запуска. Поэтому сейчас его надо перезапустить заново. А что происходит? То есть снялось настолько это покрытие, что после того, когда я его помыл, поставил, то через пару минут светлое место начало покрываться ржавчиной, то есть появился желтый налет. Поэтому оно у меня сейчас белое, светлое, потому что он у меня весь в масле, как и положено, поэтому он не ржавеет. Но сейчас к нему будет все приставать, то есть он будет пригорать, ну и, соответственно, вся вода будет мгновенно его превращать в ржавчину. Следовательно, его нужно перезапустить. Для перезапуска я не думаю, что его надо снова скоблить, как новый вок, с мочалкой, еще с чем-то там, с какими-то химическими средствами. Его надо просто переобжечь. Снова я вот нарезал, что-то в нем пожарить. И немного остудив, снова помыть в воде и снова намазать маслом. Во-первых, потому что это стальной вок из углеродистой стали, который подвержен ржавчине, а также в эти места, где нет антипригарного покрытия, естественно, будет все постоянно пригорать. И когда покрытие появляется, чем дольше и больше на нем готовишь, тем оно сильнее становится. У них в основном алюминиевые воки стоят. Видимо, с ними меньше возни, и поэтому они используют алюминий. Еще раз поближе покажу то, что у меня получилось. Белое пятно, оно стальное, голая сталь, без всяких вот этих вот покрытий, которые здесь. Но оно в масле, еще раз повторяю, он в масле, поэтому он выглядит таким блестящим и красивым. Сейчас мы будем это все исправлять. Необходимо зажечь огонь по максимуму. Вот смотрите, масло начинает обгорять и вонять. В домашних условиях нужно обязательно включать вытяжку, открывать окна, двери, все, что возможно. Вот с обгоранием масла у меня одновременно происходит и обжиг. Так как у меня все-таки газовая горелка, поэтому весь этот процесс происходит довольно-таки быстро. Если же у вас газовая плита или электрическая плита, или еще индукционная, там надо смотреть, с какой скоростью это все будет происходить. Вот у меня задымление, потому что масло обгорает. И мы сейчас вот вращаем его по кругу так, чтобы весь почернел. То есть, чтобы весь нагрелся. Бытует мнение, что вот если поставить сейчас и немножко его подержать на газу, то вот эта чернота займет какой-то определенный радиус, а дальше она не будет подниматься, пока не начнешь его крутить. И бытует мнение о том, что вот это вот именно самая горячая часть, в которой необходимо жарить. Но я в этом не совсем уверен, потому что, в принципе, в таком казане в воке нужно жарить вообще максимум 2 порции. Поэтому 2 порции навряд ли займут пол вока. Поэтому это только мнение кого-то я видел в интернете, но я с ним не очень согласен. Да, я даже видел, что обжигают воки в духовке. Но это какой-то экзотический вариант, мне кажется. Вок все-таки китайская штука, созданная в большей степени для огня, поэтому надо с ним работать на огне. И вот так вот мы делаем, пока вся сковородка не будет черная. То есть получается, что мы снимаем покрытие, которое у нас было до этого, при помощи огня выжигаем и будем создавать новое. Вообще это в металлургии, по-моему, называется закалка. Вот у меня, видите, горелка горит как. То есть надо, чтобы обгорели все края и все. То есть это занимает некоторое время в зависимости от
от вашей горелки. Есть вот такая штука, которую нужно использовать при мойке вока. Она вместо щетки используется. Это как бы бамбуковая кисточка, которая чистит вок. Вот таким вот образом. Вот я чувствую, что мне уже его надо подчистить немного. Но он очень горячий, она уже подгорает немного. А так она очень удобна для чистки. То есть я продолжаю его обжигать. У меня дело чуть-чуть усложняется тем, что мне надо выжечь старое покрытие. Его можно было, конечно, щеточкой с химией поработать над ним, но я что-то поленился и решил сделать так. Огонь сделает все равно свое дело. Итак, мы его обожгли, видите, теперь уже этих старой нигде нету остатков. Теперь мы делаем газ, еще немного подогреем. Делаем газ поменьше, наливаем масло. Теперь это масло надо раскрутить по всей сковородке. И теперь в этом масле нужно что-то пожарить. Жарить, в принципе, без разницы что, потому что нам нужно, как бы, получается, смазать поверхность. Ну и в каких-то местах, кое-где рекомендуют брать кусочек лука и начинать втирать. Ну, давайте вотрем. На самом деле я не понимаю зачем, потому что при нагреве поры открываются, а при охлаждении они закрываются. В эти открытые поры попадает масло, и получается как бы антипригарное естественное покрытие. И потом впоследствии, когда начинаешь, чем больше жаришь на этой посуде, в воке или в казане, получается так, что увеличивается это антипригарное покрытие, и в конце концов может получиться так, что вообще не будет пригорать. Ну, это, конечно, фантастика. Все зависит от количества масла. Вот я сейчас выключаю газ, подожду минуты 2-3, все это удалю и промою под водой. Итак, мы помыли вок. Сейчас снова включим газ небольшой и будем нагревать, сушить вок. Вот смотрите, он теперь покрылся пленкой черной. В центре немного пятно видно, но оно скоро превратится в такое же черное, как и везде. Сейчас воду просушим и смажем вок с обоих сторон. Так, сейчас мы наливаем немного масла и промазываем, еще раз смазываем весь вок маслом. Можно и с другой стороны намазать, но на самом деле с другой стороны вок очень быстро обгорает, имеется в виду масло обгорает, поэтому это так, для красоты. В общем-то, вот теперь весь процесс закончен. Оставляем вок остывать естественным образом. После этого можно начинать жарить уже любые продукты. И чем вы больше жарите, тем крепче становится антипригарное покрытие. У меня бы и жило дальше это антипригарное покрытие, если бы я не ошибся, не забылся и в воке не сделал бы соус для паттайя, потому что все-таки это кислота. И вот видите, что сделала с воком кислота. Итак, я сегодня обжег или запустил повторно свой вок. На этом наш ролик заканчивается. Всего доброго. Внизу